Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня тема видеоурока – ваза. Не знаю, как у вас, у меня всегда возникают проблемы с вазами. Она либо очень маленькая, либо очень большая, либо узкая, либо широкая, поэтому не всегда я могу их приобрести в магазине, не всегда есть подходящие, поэтому я предпочитаю их делать сама. И предлагаю вам присоединиться ко мне. Мне нужна большая ваза, поэтому сегодня я буду использовать такую большую стеклянную банку, обычная банка для закатки. Декупажные карты, структурные пасты, лаки, краски. В общем, как всегда, все, что мы будем использовать на видеоуроке, вы найдете ниже под видео. В самом начале стекло, как всегда, нужно хорошо вымыть, обработать спиртосодержащим раствором. Я это уже сделала, и сейчас я буду приступать к нанесению грунта. Полностью загрунтую поверхность. Все, я полностью загрунтовала поверхность, и сейчас, естественно, необходимо хорошо все высушить. Итак, после того, как грунт высох, я сейчас с помощью шпатлевки по дереву уберу вот эти явные истории для закручивания банки, да, чтобы у нас не было, что мы ощущение, что мы переделали банку. У нас получилась красивая ваза. Эти все моменты необходимо убрать. Я просто с помощью инструмента шпатлевки выровняю и уберу их. Старайтесь сразу выравнивать на поверхности, тогда вам будет проще после того, как она высохнет. Какие-то грубые моменты убирайте. Так, нанесена, и, естественно, необходимо ее высушить. После того, как шпатлевка высохла, я рекомендую пройтись по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. Совсем, она у меня, видите, прям сработанная уже такая, совсем мягенькая и легко-легко. Запомните, стекло, здесь никаких усилий прилагать не надо, прям легонечко. Все, сейчас уберу пыль и приступаем к дальнейшим работам. Сейчас я белой краской покрою те места, где я буду клеить карту и где у меня останутся белые моменты. Видите, у меня ваза такими идет выделена, не знаю, такими элементами, да, где-то углубление, где-то выпуклость. Поэтому я решила разделить ее на разные этапы. Где-то у меня будет белый, где-то розовый, где-то золотой. И я буду сейчас на этом этапе я покрываю там, где у меня будет белый. Так, банку я покрыла дважды белой акриловой краской. И сейчас я покрою лаком именно в том месте, где я буду клеить или вживлять декупажную карту. Я буду вживлять. И еще покрою вот горлышко, возле горлышка часть. Все необходимо хорошо высушить. И там, где я буду вживлять, я покрою еще раз лаком. На этом этапе, после того, как дважды я нанесла лак глянцевый на водной основе,
хорошо высушила это все. Беру лак Текурила, декупажную карту. Я сегодня выбрала вот такую декупажную карту. Аккуратно вырезала прям по контуру, да, мотив цветочный. И сейчас с помощью лака, мы это уже с вами делали, кто не делал, не видел, смотрите, наносим на то место, где у нас будет вживляться картинка. Ну и, соответственно, непосредственно на картинку. Картинку приложили. С помощью влажной салфетки уберите, если у вас где-то лишний лак на поверхности остался, лучше его аккуратно убрать. Главное, чтобы он, запомните, не попал на белый слой, то есть наверх бумаги. А по бокам просто аккуратно уберите. Так, ну вот, собственно, и все. Оставляем до полного высыхания. Как обычно, дома чем дольше, тем лучше. В течение суток, ночи. Ну, чтобы это хорошо, естественным образом высохло все. Пока карта высыхает, я возьму розовую краску, меловую краску и покрою, выделю некоторые места. Сейчас хорошо все высушу, покрою еще один раз. Так, на этом этапе я сделаю объемные элементы с помощью силиконового молда и глины. На этом этапе объемные элементы готовы, краска высохла и карта тоже высохла. Сейчас мы будем снимать верхний слой бумаги. Увлажняем и, как обычно, не торопясь, аккуратно снимаем. Ну вот, собственно, и все. Сушим и покрываем лаком. Так, лак высох на поверхности. Сейчас я наклеила малярную ленту и выделю еще вот эти элементы с помощью золотой краски. Так, сейчас просушу и покрою еще раз. Так, на этом этапе я буду приклеивать объемные элементы с помощью клея ПВА строительного.
Так, объемные элементы я приклеила к поверхности. И сейчас с помощью золотой и розовой лаковой потали я украшу их. Сейчас я поталью шампань полусухой кистью, немного уберу такое грубое золото, разбавлю, чтобы стало немножко светлее. Пройдусь и немножко разбавлю. Все, и соответственно шампань я сейчас пройдусь вот эти полоски, тоже чтобы их соединить, связать между собой. Не получились какие-то даже не золотые, горчишные на всем этом фоне. Подошел к завершению сегодняшний видеоурок. В результате из обычной стеклянной банки получилась довольно-таки оригинальная ваза. Я надеюсь, вам было сегодня интересно со мной. Это обязательно, знания, которые вы сегодня получили, обязательно пригодятся вам в дальнейшем творчестве. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч и давайте творить вместе.